Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 31 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день, что не нужно делать и на какие моменты стоит обязательно обратить внимание. Друзья, далее все более подробно в этом видео. Итак, 31 мая православная церковь чтит память святого мученика Феодота. Святой жил в III-IV веке нашей уже с вами эры. Проживал в городе Анкира, где правили в основном язычники. В начале своих лет он принял православие и почти всю жизнь провел в гонениях, где язычники гонялись за простыми крестьянами. Мученик Феодот построил собственный отель, где прятал своих братьев по вере. Часто навещал пленных крестьян, помогал им, поддерживал дух или даже выкупал их из плена. Был и другой праздник, который назывался в этот день Семь Дев, в честь 7 дев, которые жили в родном городе святого мученика Феодота. Одна из них была родная тетя Феодота. Девы прославились своими святыми, доблестными поступками и духовно правильным взглядом на житие, за что и были осуждены императором-язычником. День сегодняшний на Старой Руси называли как День Федота Овсянника, 7 дев или наступление тепла. В этот день завершалась окончательная весна и наступало тепло. Данный день ассоциировался в основном у людей с посевом льна. Также смело можно было сажать огурцы и капусту. Деревья осматривали и по надобности меняли ловчие пояса. Такого рода конструкции собирали из различных подручных материалов и средств. Это могла быть солома, уплотненная бумага или мешковина. Такая защита помогала собрать живых насекомых для дальнейшего уничтожения, чтобы обезвредить гусениц, муравьев и жуков с помощью нанесенного клеевого вещества и таким образом уменьшали рождаемость различных личинок внутри коры. Поэтому такие пояса пользовались большой популярностью у людей, которые дорожили своими деревьями, плодами и, конечно же, своим бесценным трудом. Старцы говорили про этот день так: «Сеют лен у 7 ален» или «Придет Федот, последний дубовый листок развернет». Если дуб раньше ясени раскрывал свои большие листья, то все лето будет сухим. Если дуб же распустился и был пышный, то считалось, что будет хороший урожай овса, а если с дуба уже лезли и падали листья, то этот сезон будет далеко не урожайным. Солнце ранним утром красное – это к ветреным дням, считали наши предки, а если было в дымке или бледноватое, то, по их мнению, тоже к дождям. Когда солнце пряталось в облаках, то непогоды жди к следующему дню. Яркие вспышки зорницы на горизонте играли, то это было к переменчивой погоде в ближайшую неделю. А к дождю дятлы будто срывались с цепей и долбили дерево, что есть сил. На праздник Федота Овсянника народ любил собираться и наблюдать за дубом. Они дискуссировали, спорили и определяли, каким же будет хлебород в этом году. У ребят помоложе были свои традиции. Например, друзья, которые дружили уже давно, могли закрепить свою дружбу. Стоило собраться всем вокруг дуба, взяться за руки и трижды обойти его вокруг по часовой стрелке. После данного обряда отношения этих друзей будут же таким мощным и здоровым, как и великое дерево. При болях в спине и в суставах люди в этот день лечились при помощи специальных обрядов и ритуалов. Заклинания нужно было проговаривать несколько раз. Когда ломали ветку у осины, и ею же немного нужно было побить по больным местам.
Наши предки говорили, что тот, кто поверит в сказанное и все поэтапно сделает, навсегда забудет о болях. Поэтому начните сегодняшний день с отличного настроения. Не начинайте что-то новое прямо сегодня. Не делайте резких заявлений и решений. Пусть день пройдет своим чередом. Сегодня запрещено было стричь волосы и ногти, да и вообще стоит было ограничить себя в пользовании колюче режущими предметами. Не записывайтесь на подобного рода сегодня процедуры. Ограничьте себя в этом хотя бы на один день. Чинить что-либо из одежды сегодня тоже не стоит. Наши предки избегали этого по причине того, что нужно было, во-первых, брать острое в руки, а во-вторых, это то, что починенные вещи нужно будет латать и чинить заново уже через несколько недель. Все труды и старания были зря, поэтому поводу таким сегодня заниматься не рекомендуется. Сегодняшние остатки со стола после приема пищи или готовки наши предки не выбрасывали. Народ их аккуратно сметал в кулек или в платок и далее уже выкидывали либо птицам на корм или другому скоту, в зависимости от того, что собралось. В противном случае еды и урожая не будет, если раскидывали сегодня остатками или недоеденными блюдами. Пренебрежительно люди относились 31 мая и к крупным покупкам. На рынках людей обманывали и дурили, а данные сделки долго не могли закрыться вовсе. Поэтому рекомендуем всем прислушаться и перенести покупку или продажу чего-либо дорогостоящего на будущее. Не торопитесь сегодня и не гонитесь в стоимости. Ваши активы не упадут, а вот подняться и подорожать смогут запросто. Также сегодня, согласно народной традиции, не отказывали бездомным и нуждающимся. Их старались угостить в этот день и помочь, чем могли. Если вы имеете такую возможность и неравнодушны к беззащитным людям, то это стоит сделать. Сходите в церковь или в детдом, проведайте людей или детей. По возможности помогите вещами из прошлых коллекций, которые вы не хотите или уже даже не будете носить. Игрушки ваших детей, которые давно не в обиходе, или другие полезные вещи примут обязательно с большой радостью. Увидев вас, добрые глаза и прекрасные поступки, они получают таким образом веру и надежду на лучшее. Они чувствуют, что о них помнят и знают, и в конце концов кому-то в этой жизни нужны. А этого дорогого стоит и такое чувство, и ощущение не купить в магазинах ни за какие деньги. Сегодня 31 мая именины празднуют люди с такими именами: Александра, Андрей, Денис, Ираклий, Клавдия, Петр, Павел, Семен, Кристина и Юлия. Также в этот день, друзья, запрещается начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую работу. Также обращаем ваше внимание: незамужним представительницам слабого пола не стоит сегодня оставаться дома в одиночестве. В противном случае найти вторую половинку у вас точно не получится. Также 31 мая не стоит оборачиваться на оклики, даже если вас и зовут по имени. Наши пращуры верили, что так может позвать нечистая сила. Тот, кто обернется, и считали, что будут жить в бедах и несчастьях. Не берите сегодня в руку расческу, на которой остались волосы, иначе покинет вас здоровье, и восстановить его будет очень сложно. Также в этот день нельзя давать ключи от дома тем, кто в этом доме не проживает, иначе придется менять место жительства. По этой же причине не рекомендуем давать посторонним людям ключи от своего кабинета, офиса, автомобиля, сарая, сейфа или другой постройки, а также транспорта и устройства, которые требуют именно открытия замка ключом. В этот день приготовить можно и кисель из овса, после чего
вылить его под дуб. Но пить его нельзя. Таким образом, вы можете отблагодарить высшие силы за те блага, которые у вас есть. Также в этот день занимались и посевом льна. И также, друзья, обращаем ваше внимание, что рожденные в этот день могут показаться достаточно замкнутыми, однако на самом деле всегда открыты к окружающим людям, в душе добрые и понятливые. Также обладают большим сердцем. Они очень деятельны, обращают внимание на мелочи и нюансы, из-за чего могут быть даже очень требовательными. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь уже на 31 мая 2022 года. Итак, друзья, по лунному календарю у нас с вами первый и второй лунный день. Луна в знаке зодиака Близнецы. Обращаем ваше внимание, что именно этот день – это основа для последующего месяца. Этот день очень похож на Новый год. Планы и мечты имеют высокие шансы сбыться, но только в том случае, если они не связаны с местью и помыслы ваши чисты. Этот день открывает цикл, который означает новую главу в книге вашей жизни. То, о чем вы будете думать сегодня, вам придется реализовать в течение всего месяца. Этот день очень важен для того, чтобы правильно запланировать текущие дела на ближайшие 30 дней. Оставьте этот день пустым, бесполезным, иначе окажется весь месяц. Сам по себе первый лунный день этого месяца, он сам по себе чист, но очень важно, чтобы и ваши мысли были чисты. Поэтому старайтесь в этот день думать только о хорошем, чтобы не впустить в свою жизнь любой негатив. Если в голову закрадутся плохие, черные мысли, от них нужно немедленно освобождаться во избежание их скорого претворения в жизнь. Нельзя в этот день никому желать зла, иначе оно обернется против вас. Также обращаем ваше внимание, что это время не для действий. У нас только с вами начинается новый лунный цикл, и у многих людей просто энергии недостаточно. Поэтому сегодня, 31 мая, лучше обдумайте свои дела, чем непосредственно приступать к ним. Также сегодня самый лучший момент для построения планов, проектов, которые, впрочем, пока стоит держать при себе. Продумайте все в деталях и как можно ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют высокий шанс на то, чтобы все задуманное происходило легко, естественно и без напряжения. С другой стороны, это очень чистый день. Что же касательно стрижки, то лучше всего стрижку не делать, иначе можете сократить себе жизнь. В первый день после новолуния мы еще не накопили достаточно энергии, поэтому постарайтесь беречь свои силы. Берегите не только здоровье, но и волосы. Не стригите и не наращивайте их сегодня. Заплетите волосы в тугую прическу или сделайте косу, которая не позволит волосам свободно колыхаться по ветру, расходуя вашу жизненную энергию. В народе говорят, сколько волос срежешь в новолуние, столько лет жизни и потеряешь. Что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями будет способствовать теплым отношениям с коллегами. Ну а чтобы уберечься от негативной энергии, заплетите себе косички. В этот день совершается настройка на космическую энергию, а значит, у человека возрастает интуиция. Также обращаем ваше внимание, что в этот день все-таки нужно быть осторожным со своими эмоциями и с тем, что вы хотите делать, потому что энергии еще недостаточно, и человек с утра может планировать одно, а к вечеру даже может и не выполнить и половину дел. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну, а мы с вами, друзья, уже услышимся буквально в следующем видео.